Представители знака зодиака Весы, Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп с мая по декабрь по месяцам на 2023 год. Юпитер в Тельце с 16 мая. И условно май у нас как будто делится на две части, или он будет протекать в двух энергиях. До 16 мая это у нас помимо ретроградного Меркурия тот самый Юпитер у нас еще находится в Овне, а Овен, как известно, это энергия решимости, где-то экспансии, это какой-то реванш и импульс. А Телец это уже с чем-то хочется определиться, хочется стабильности, в первую очередь финансовая стабильность, хотя, пожалуй, и для кого-то стабильность в отношениях, кто меня окружает, или вопросы вообще в принципе, кто есть мое окружение. Нас могут заставлять многое пересмотреть. Нужно сказать, что вот этот самый переход, поскольку в мае будут разные совершенно энергии, он для кого-то из нас может означать, как, знаете, какая-то правда открылась или реальность. Может быть, это как разрыв шаблона, и это болезненное где-то состояние. Безусловно, у каждого по-своему. Но в последующем мы будем говорить, все-таки Юпитер, входя в знак Тельца, это где-то больше стабильности, больше порядка в принципе и поменьше хаоса. Ну вот давайте посмотрим, что думают карты. И мы достанем по одной карте на месяц. Каковы тенденции? На удачу, на успех. Может быть, есть месяцы, когда мы можем тот самый реванш взять или проявить активность в чем-то. А есть месяцы, когда лучше собой не рисковать. Вот как видят карты. И первая карта май месяц. Июнь. Июль. Август. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь и декабрь. Давайте будем смотреть, что май, месяц перехода. Действительно, либо какая-то новость, информация, или ваше решение на основе того, что есть по факту. Туз мечей как раз и говорит о том, что мы как будто даже психологически готовы от чего-то отказаться. Может быть, надоела какая-то рутина или какая-то история, которая тянется до бесконечности, и нам захочется с чем-то разобраться. Меч обоюдоострый в этой колоде, он показан, что мы как будто отметаем все ненужное, каким-то являющееся уже, знаете, для нас сдерживающим фактором, когда, может быть, как это в отношении людей может проиграться, которые пренебрегают, может быть, мною, нашими отношениями, те, которые мне обещают, а в самый последний момент говорят «нет», или те, которые не дают мне почувствовать в хорошем смысле собственную значимость, или для кого-то из вас это смена работы конкретно вот на нашем материальном земном уровне, смена деятельности, где я могу больше денег заработать, в конце концов, сколько можно там, да, из нуля в рогожечку, или сколько можно работать до бесконечности, и тот эквивалент, который я получаю в финансах, он как будто не соответствует взаимообмену, потраченным мною усилиям. У каждого по-своему как-то проиграется эта карта. Но тут мы полны решимости с чем-то разобраться, правда? И это, как, знаете, катализатор может быть как новость извне, так и ваше внутреннее решение. В принципе, тоже. Но есть корона. Вот, видимо, подразумевает эта карта, что мы от чего-то откажемся, от наносного и ненужного, в отношении, да хоть чего. И если мы будем действовать сообразно своему плану, вот победа нам уже обеспечена. Меч коронован. Идем дальше. Июнь. Еще один туз. Карта шанса. Вот туз жезлов конкретно карта шанса. Как вот этот жезл, словно рука через облака, нам предлагает «возьми». И так и мы чего-то прошляпить не должны, мои дорогие, в июне точно. Нам не придется расслабиться, какие-то действия от нас потребуются. Но надо сказать, что вы сами будете настроены по-боевому.
Не совсем будут те энергии, может быть, дипломатии, и это хорошо, для вас это как раз проигрывается великолепно. А когда я хочу ясности, и точка, все. От этой ясности я уже, это как какой-то базис, от которого я буду отталкиваться. И важно никак не упустить какую-то возможность, так и верить в собственные силы, так и использовать, может быть, те предложения или, опять же, какие-то шансы, или ну что-то ж будет тут. Мы не должны отложить на потом. Все-таки тут момент скорости. И нужно сказать, что возможности не всегда приходят к нам так, как мы могли предположить. Что-то поначалу нам может казаться словно криво. А зачем это мне нужно? Я бы сказала, по этой карте лучше что-то начинать и пробовать, нежели топтаться на месте и с чем-то долго раздумывать. От вашей решимости будет на кону стоять для вас что-то важное, мои дорогие весы. Июль. Семерка жезлов. И, кстати, если мы говорим на удачу, на успех, ведь здесь, правда, какой-то как реванш, так и решение, так и какая-то возможность, как какой-либо старт, как и май, так и июнь, благополучные месяцы. И если кто-то из вас собирается менять работу, начинать бизнес, начинать какое-то свое ремесло монетизировать, что угодно, великолепные месяцы. Полный вперед. И семерка жезлов это карта соревнования. Мы можем просто столкнуться или оказаться в обществе людей, которые пытаются с нами, с одной стороны, либо спорить. По этой карте мы отстаиваем свои интересы, и надо сказать, что у нас достаточно сил, чтобы аргументированно парировать. Поэтому не сомневаемся в себе, это точно. Но по этой карте все-таки позиция стороннего наблюдателя. Ваша позиция будет достаточно сильной. И, обратите внимание, человек изображен, он как будто возвышается. Так и вы будете выше буквально всех. И это дает возможность увидеть хладнокровно, беспристрастно, что от меня хотят люди. Нужно ли мне включаться в тот или иной вопрос. Для вас будет важно не потратить силы, энергию, нервы в те вопросы, которые лично для вас, мои дорогие весы, ну в никуда ведут, понимаете? Мы себя не должны обесточить, пытаясь успеть везде и всюду. Или всем быть хорошим, или со всеми пытаться договориться. В этот месяц не получится. Люди могут пытаться манипулировать именно нами, и поэтому сохраняйте свою внутреннюю целостность. И будьте, знаете, очень хладнокровны в каких-то решениях своих. Холодная сама по себе карта. Нет здесь никаких эмоций, но есть много огня, много движения. Скучать нам не придется, факт. Но и постоянно фильтровать какую-то информацию или какие-то действия, которые будут приходить словно от людей или исходить от людей. Нужно нам в этом участвовать или нет? Вот такой вопрос себе придется задавать. Давайте посмотрим, что у нас на август. Продолжаются где-то огненные энергии, продолжается какая-то динамика, и здесь мы как можем куда-то отправиться, или, опять же, какие-то предложения, новости. Мы чего-то не можем оставить на потом. Ну, вообще так интересно у вас развивается, мои дорогие весы. Сказать, что мы где-то там присели в уголке и на вторых ролях согласны находиться, нет. Ни по одной из этих 4 карт я сказать не могу. И надо сказать еще одну вещь, что нет старших арканов, и это благо в том плане, что у вас все под контролем. Как вы повернете своего счастья корабль, в какую сторону вы его направите, туда он и поплывет. Нет того, что нам бы мешало. Ну, отчасти может быть семерка жезлов в плане людей, но вы тоже, словно нам говорят, на порядок выше всех, и поэтому в состоянии все контролировать, руководить процессом и принимать или от чего-то отказываться, если вам не нужно. То есть вы будете выбирать, а не вас как будто будут выбирать. И это тоже уже позиция выигрышная. Поэтому, наверное, и герой словно возвышается. Вот такие возможности. И про август мы говорим. Здесь мы чего-то опять не можем отложить на потом, поэтому буквально, если вас куда-то приглашают поехать, отправляйтесь. Кто знает, может быть, какие-то новые возможности или какие-то новые предложения. Новые знакомства могут быть. Причем те, которые к нам приходят именно через какую-то деловую активность. Но как будто много будет контактов в принципе, вы можете себя прочувствовать, что вот, наверное, как этот всадник на коне, у меня сейчас многое получается, у меня сейчас ресурсное время. Опять же, никаких эмоций, ни одной кубковой карты нам тоже не выпало. Сентябрь.
Ну вот она и кубковая. Но здесь, кстати, это карта прошлого. Это то, что вот эти три разлитых кубка, которые нам показывают. Это то прошлое, которое нас разочаровало. Нам о себе может напомнить какая-то ситуация или человек, вдруг воскреснуть в нашей жизни, и как ни в чем не бывало, может быть, какая-то история нам придет на ум. Мы можем где-то захандрить. Кстати, по этой карте проигрывается усталость. И помните, что уставшие люди делают ошибки. С учетом предыдущих карт, мои дорогие весы, отдыхать точно нужно. И поэтому где-то экономить собственные физические силы, так и эмоциональный потенциал тоже придется. И если мы говорим, что на нас какая-то хандра может накатить в сентябре, примите во внимание, что наш путь, он на 180 градусов в развороте состоит, когда мы должны увидеть вот эти два кубка, которые за спиной, не возвращаться к чему-то прошлому. Нам говорит карта, не в мыслях, не в действиях. Видимо, что-то будет у вас такое, что вам придется, или, может быть, обстоятельства так сложатся, ведь тут по-разному, но ведь сама по себе карта мелкая, и она нам больше говорит о помехах, в которых мы можем застрять зненацку где-то, поэтому действия наши будут лишь в том, чтобы видеть свои перспективы. Нет ни шагу назад по этой карте. И буквально физически ни шагу назад, так и в эмоциях к возвращению, может быть, бывших, или к возвращению каких-то прежних эмоций, или к возвращению каких-то надежд, или пытаться что-то реанимировать из прошлого. Ну вот этому точно не время. Время отдыхать, вот я бы сказала так. Октябрь. Отдохнуть придется точно по пятерке мечей. Опять же, какая-то ситуация из прошлого. Видимо, сентябрь-октябрь. Может быть, что-то было не решено. Или не успели вы что-либо порешать. И здесь у нас карта воина. С одной стороны, карта говорит, что прежде мог быть какой-то конфликт. И теперь какой-то тоже человек может вернуться. Или ситуация. Или для вас просто эта карта, кстати, означает, что мы должны сохранять свои позиции. Карта не предусматривает, что мы с кем-то конфликтуем. Она как раз говорит, что какой-то конфликт недопонимания мог быть прежде. Но на сегодняшний день это наша сильная позиция. И как раз свои собственные принципы мы должны уметь как отстаивать, так и удерживать какой-то успех. Мы не должны прогибаться взамен на доброе расположение или кажущееся доброе расположение к нам. Мы не должны жертвовать своими принципами и сами собою. Нам придется, правда, удерживать какие-то позиции. И нас не должны застать тоже и врасплох. 2 месяца нет дороги назад. Вот и все. И, кстати, все равно вы управляете ситуацией. И надо сказать, ведь эта пятерка, это мелкая, повторяюсь, карта. Значит, в сентябре, в октябре. Это не значит, что это на протяжении всего месяца будет вот какая-то такая ситуация. Но это говорит о том, что будет, видимо, какой-то эмоциональный момент, очень сильный для вас, который когда вы можете прочувствовать вот то прошлое, которое у меня было, и как раз есть то настоящее, которое мне сейчас придется удерживать. Пятерка всегда это на какое-то короткое время. Это даже не разрез одного месяца. Быть как и прагматичным, так и быть очень рационально конкретным, что сейчас есть по факту для вас, придется удерживать в фокусе своего внимания. Не расслабишься ни на 1 месяц. Ноябрь, ну вот, наверное, праздник. Хотя эта карта тоже двойственная, кубки, безусловно. Будет спад какой-то, как может быть, в активности физической, или вы получите какие-то результаты своего труда, вы уже увидите, что есть что-то доброе, хорошее, которому я как бы, или за которое я благодарен самому себе или самой себе. Все-таки значение именно в этой колоде, карта праздника, когда собираются люди что-то отпраздновать. И это может быть у вас как возможность самого себя похвалить за
тем, что вовремя воспользовались каким-то предложением, шансом, где-то, ну, не съехали на какие-то эмоции, приняли какой-то азарт жизни и вступили буквально в какую-то борьбу. Может быть и так. И отстаивали какой-то период своей позиции. Вот именно за нашу сильную позицию на ноябрь мы будем себя благодарить и где-то собой гордиться. С другой стороны, какая-то история может продолжаться. В других колодах это может говорить как третий, лишний. И это может относиться как к отношениям, когда вам захочется тоже навести порядок в вашей личной буквально жизни или какие-то вопросы порешать. Это может относиться и к партнерским отношениям, по бизнесу, по работе. Вы можете вообще пересмотреть свое окружение, повторяюсь, и от кого-то из людей как будто их вычеркнуть из жизни. Убрать какую-то помеху вам может захотеться, буквально, может быть, отчасти в плане и финансов. И поэтому, помимо радости, есть, видимо, опять же, поддержание собственного баланса. Тут же ведь все идет для того, чтобы вы постоянно в течение каждого месяца держали баланс. Декабрь. И вот, конечно, в декабре, посмотрите, какая карта, мои дорогие. Видимо, игра стоит свеч, мои дорогие весы, точно. Надо откликаться на все предложения, ну и самому где-то не зевать и быть активным. И тогда мы получаем то, что мы хотим. Мы видим как результаты своего труда, так у нас практически это карта благополучия, счастья, радости, когда дом, полная чаша, когда вопросы с недвижимостью могут быть решены. Для кого-то, если, кстати, стоит на повестке дня или будет стоять переезд, то, скорее всего, вы к декабрю уже определитесь и совершите этот переезд. Вы согласуете все документы, что для вас будет важно. Вы можете расслабиться отчасти вот именно в декабре и уже пожинать плоды труда своего. У вас что-то может уже работать, знаете, как какой-то проект, словно вы запустили, и можете уже теперь видеть, что помимо даже где-то моего участия, что-то находится в процессе работы. Для кого-то из вас это, если вы начнете бизнес или свое какое-то дело монетизировать буквально или ремесло, вы увидите, опять же, плоды труда своего в плане финансов. Все-таки десятка пентаклей. Буквально получение денег, получение каких-то заслуг. Это уважение. Карта у нас изображены как будто несколько поколений. И по карте здесь, знаете, комплекс, когда мы собой довольны. И в личной жизни как будто нас в принципе устраивает. Безусловно, в первую очередь материальная сторона. Сторона имущественная. Сторона, которая, может быть, говорит о нашем доме или месте проживания. Где-то, безусловно, и о том, что есть люди, которые к нам искренне относятся, или наша команда, на кого мы можем положиться. И в целом-то ведь карта счастья, карта, когда мы довольны, как и собой, так и тем, что мы совершили. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы. Будьте счастливы.